Выдать 3 бриллианта в современных шахматах против действующего чемпиона мира очень редко у кого получается. Но Алиреза Фиружа в своем прайме показал, как надо играть против Гукеша Домараджо. Гукеш начинает партию ходом Е4, а Алиреза отвечает сицилианская защита ходом С5. В этой партии нас ожидают дикие жертвы фигур, бриллианты и вся красота современных шахмат. Конь f3, d6, d4, cd и конь d4. После хода конь f6 у нас на доске так называемый открытый вариант сицилианской защиты. Конь c3, a6 с переходом в вариант Найдорфа. Партия играется на Grand Chess Tour Super Rapid Blitz в Хорватии в 26 году. Несколько дней назад, в июле. В Блиц с контролем 5+2. Слон Е2 играет Гукеш Домараджо, Фируджа сразу же претендует на центральные поля, играет пешкой Е5, прогоняя этого коня. У коня есть несколько отступлений. На F5 есть вариант на F3, есть вариант на B. Другие варианты мы не рассматриваем, так как везде конь погибает. Конь B3 отступает конь на ферзевой фланг, слон Е7 и соперники уходят в рокировку. Ладья Е1, чтобы подкрепить в будущем пешку на поле Е4, конь С6 и слон F1. Слон может быть полезным по этой диагонали, а можно его перевести на большую диагональ, чтобы потом укрепить поле D5 и по возможности закинуть сюда собственного коня. А ты, если на канале впервые, подпишись на мой канал, обзоры будут выходить регулярно. Только лучшие партии. B5 играет Фируджа, так называемая атака пешечного меньшинства. Лучшим ходом в этой позиции является А4, чтобы как-то огрызнуться на королевском фланге, на ферзевом фланге. И Гукеш Домараджо, конечно же, поднимает этот ход. Вместо взятия на поле А4 разумно будет двинуть пешку на Б4, так Фируджа и играет. Ибо если поменяться на поле А4, ладья вступает в ранний бой. Поэтому есть золотое правило в шахматах, что мы сопернику развиваться не помогаем. Конь идет на d5, конь d5, разменялись соперники в центре. Конь a5 с предложением разменять этого коня. Лучшим ходом в этой позиции является продолжение борьбы за центр, разменять пешку b4, потом поставить свою пешку на поле c4 с укреплением центральной пешки d5. Но Гукеш позволяет допустить сдвоенные пешки по линии b. Гукеш играет слон d2, нападает на пешку b4, тем самым допускает ход конь b3, стильный ход со стороны Фируджи. Но это только начало, забегая наперед. Что ведет к сдвоенным пешкам на ферзевом фланге. Пешка d5 под угрозой. Лучшим ходом за черных является a5, чтобы просто защитить свою пешку b4. И две пешки черных сдерживают три пешки белых. Такая пешечная структура хороша для черных именно под конец партии в эндшпиле. Ферзь a5 допускает Фируджа ошибку, но эта ошибка незначительна в рамках всей партии. Нападает на пешку d5 и атакует, защищает свою пешку на поле b4. Слон c4 играет Гукеш Домараджо, защищает свою пешку на d5. F6, укрепляя свой центр, немножко закрывая своего слона на поле E7. Большая пешка, ладья C1, слон F5, ферзь F3 и слон G6. Фируджа подготавливается к атаке на королевском фланге. Дальше в следующие 10 ходов нас ожидает подготовка к решающим ударам. За эти 10 ходов партия поменяется на 180 градусов, а позиция вообще загляденье. Гукеш играет ферзь h3, имеет идейку перевести свою ладью по третьей горизонтали, чтобы подключить фигуру к атаке. Попутно ферзь прицелился на поле Е6, сделать шах и по возможности куда-то там забрать провисающего слона. Поэтому ладья А7. Фиружа допускает ошибочку, защищает слона на поле Е7 вот таким неудобным образом. Слон d3, чтобы разменять защитника короля черных фигур. И вместо того, чтобы менять этого слона, Фируджа играет правильно f5. Угрожает ходом e4, потом слон f6. Слон выходит на большую диагональ, атакует пешку b2. Ладья c6. Интересный ход от чемпиона мира, но недостаточно сильный. e4. Ошибка от Фируджи. Лучше было бы в этой позиции сыграть просто король h8, чтобы забрать пешку на поле d5. Пешку на поле d5 сейчас брать нельзя из-за того, что просто есть связка ферзя ходом
ходом слон c4. Поэтому e4. Нападение на слона. Идея этого хода в том, чтобы просто развить своего чернопольного слона на большой диагонали. Слон c4 защищает пешку на поле d5 и уходит из-под нападения. Слон e8. Атака на неприятную ладью. Ладья приехала. Надо отдавать качество. Ходом ферзь e3 Гукеш правильно атакует ладью на поле а7. Теперь, если Фиружа заберет ладью на поле c6, Гукеш сначала заберет ладью, которая провисает на поле а7. Сначала следует ладья а8, и теперь неожиданно Гукеш спасает свое качество ходом ферзь b6. Теперь, если забрать качество на поле c6, ферзь белых заберет ферзя черных. А если разменяться, как было в партии, последует ладья b6, и все в порядке. Активная ладья нападает на пешку а6, поэтому эту пешку надо продвинуть вперед, чтобы ее защитить, увести из-под боя. Дальше следует два ошибочных хода от белых. Первый — подрыв центра. И второй от черных. Нападение на ладью e1. Ходом g3 этого слона мы убираем. Слон занимает красивую позицию на поле f6. Атакует пешку b2. Но пешку на поле e4 черные решили отдать. Также отдают пешку на поле d6. Казалось бы, что позиция черных ухудшается с каждым ходом. Но у Фируджи будет интереснейший камбэк. Вместо того, чтобы брать пешку на поле b2, он забрал пешку f3, которая станет ахиллесовой пятой у белых. Вернее, поле f3 станет ахиллесовой пятой в позиции белых. Король идет на f2, атакует пешку на поле f3, слон защищает пешку на поле f. Угрожает шах слоном на поле d4. Ладья c6, чтобы пойти со вскрытым шахом и начать движение белой пешки в ферзи. Ладья e8 предлагает Фиружа размен. Шах в промежутке надо сделать. Король сюда на f8 поближе. И d7. Гукеш угрожает поставить своего ферзя. Также есть угроза ладья c8. Неприятная. Сначала Гукеш получает шах, следует король f1, разменял ладью, король e1, ладья d8. Необходимо зафиксировать пешку на поле d. В случае ладья c8 просто король e7 и все в порядке. Игра на 3 результата. Также прошу обратить внимание на время. У Гукеша 16 секунд, у Фируджи немного больше 30. Поэтому поднять 3 бриллианта подряд, имея 30 секунд на доске, не все в современных шахматах на такое способны. Но Фиружа нас удивил. Ходом слон g5 Гукеш атакует ладью. Плюс, если ладья уйдет, последует d8, ферзь с выигрышем ладьи. Но у Фируджи находится интереснейший контрудар. f2 шах. Бить пешку на поле f2 нельзя по понятным причинам. Защищена слоном на поле d4. Гукеш уводит своего короля, чтобы заблокировать поле превращения. Следует первый бриллиант в этой партии. Можешь, кстати, поставить видео на паузу, подумать и найти лучший ход. Слон g4, конечно же. Если ты нашел этот ход, ты молодец, но не спеши радоваться, еще впереди 2 хода. Угрожает шах слоном на поле h3. Если, например, сразу забрать эту ладью, последует шах на поле h3. Единственное поле — это отступление королем на поле e2. Сюда пошел и превращение пешки в ферзя. Такой вариант Гукеша не устраивает. Поэтому Гукеш идет на поле g2, чтобы не допустить шаха. Если сейчас сделать шах слоном, отвлечь короля от защиты поля f1, тогда все равно ферзь не встает, так как слон контролирует поле f1. Поэтому лучшим ходом король g2, как было в партии. Но тут Фиружа имеет очередной сильный ход, который позволяет победить в этой партии. Сейчас тебе необходимо найти еще один сильный бриллиантовый ход, сыграть как Алиреза Фируджа. Даю тебе 3 секунды на подумать. Не забудь подписаться на канал, потому что нет гарантии, что ты увидишь этот канал еще раз. Чтобы не потерять, подпишись и поставь лайк этому видео. А этот ход f4. Дело в том, что если по понятным причинам забрать эту ладью, следует даже мат ход. Но сначала шах на f3. Если пойти король f1, последует слон h3 с матом. Поэтому надо королем идти сюда. Потом следует тихий ход слон h3 с угрозой дать мат на поле g2. И единственная защита белых в этой позиции — это слон f1. Отстрочить немножко свое поражение. Конечно же, слон f1, угроза мата никуда не девается. Еще есть спасающий шах слоном на время, потом сюда. Потом еще можно ферзя поставить, потом уйдешь и дать шах. Но это ничего не дает, кроме как отстрочить свое поражение на несколько ходов. Слон g2 все равно следует с матом. Поэтому после хода f4
Гукеш принимает единственное верное решение — это взять эту пешку на поле f4, не спешить брать эту ладью. Борьба продолжает. Фируджа забирает пешку на поле d7 слоном, атакует эту ладью взаимно. И Гукеш вместо того, чтобы сыграть ладьей на поле c7, на ход ладья c7, казалось бы, что совсем плохие дела. У черных висит ладья, если ладья отойдет, упадет слон. Но находится ход король e8. И если теперь брать эту ладью, после взятия слона, у черных есть сильный козырь, пешка на поле f2, которая будет держать этого короля возле поля превращения. Позиция, скорее всего, ничей. Но Гукеш в этой партии вместо хода ладья c7 сыграл ладья a6, тем самым упустил все возможные варианты. Ходом ладья c8 Алиреза расставил хитрую ловушку. Давайте посмотрим на слона на поле c4. Он защищает поле f1 от превращения пешки в ферзи вместо с королем. Поэтому, если сейчас Гукеш в этой позиции надумает забрать ладьей пешку на поле а5, последует хитрый ход: сначала шах слоном на поле h3, убрать защитника поля f1, а именно короля. Уходит король на поле h3. Дальше следует тихий ход ладья c4. Убираем второго защитника поля f1. И если сейчас забрать эту ладью, последует ферзь. Поэтому если не брать эту ладью, а дать, например, шах, ничего это особо не поменяет. Король уйдет сюда, потом шах сюда, король сюда и еще король g2 могло бы. Но после ладья c1 превращение в ферзи неизбежно. Но в партии нас ожидает еще один интересный момент. Гукеш играет ладья d6, чтобы напасть на этого слона, попутно нападая на слона чернопольного. Но у Гукеша все равно все пошло не по плану. У Алирезы есть третий сильный ход. Бриллиант. Также можешь его поискать. Понятная идейка, чтобы просто убрать защитников поля f1. Именно этот ход, ладья c4, в этой позиции Гукеш сдался. Почему же он сдался? Если сейчас забрать ладью, последует слон h3. Если королем отступить, последует мат ферзем, а если забрать слона, последует превращение в ферзя. Не забывай подписаться на канал, поставить лайк этому видео, а также кликай по конечной заставке. Посмотри еще лучшую партию, где Уэсли Со, красивейшей жертвой двух фигур, размотал чемпиона мира. Тебе понравится. Кликай. До новых встреч!